И она заставляет нас носить маску в своей комнате. 20 километров за день вообще без проблем. Отсутствие хостелов по пути. Мой выбор, я не жалуюсь. Пустите меня кто-то, пожалуйста. Нет, спасибо, уважаемый указатель. Я уже там был. Девушку. Сначала она шла впереди, потом я ее обогнала, потом она меня догнала, пока я остановился отдохнуть. Она идет с Лиссабона, представьте себе, уже месяц. Она все время останавливается по каучсерфингу на несколько дней. Она не всегда идет по официальному пути. Словом, мы остановились в Альберке, в этом хостеле. Она хотела получить штамп, а я хотел там остановиться, но он закрыт. И я подумал, это отличная возможность от нее избавиться, потому что хочется пройти в тишине самостоятельно. Я думаю, не только мне. Так что она сейчас идет в Туй, она там нашла себе, где остановиться по каучсерфингу. Туй — это на границе с Испанией. Я вообще не думал даже, что туда можно дойти за день. Как показывает события, мне туда нужно дойти за день. Еще где-то 15 километров. Хостел не работает, и это нормально, потому что сейчас не сезон. Хотя на сайте написано, что он открыт круглый год, но нет, не всегда информация на сайте правдивая. И все, идем дальше. Ну да, и словом, хочется сейчас уже поостанавливаться, может полетать на дроне, показать вам вот всю красоту вокруг. Я просто не успеваю, потому что темнеет уже через 3 часа, а мне идти 3,5 часа. Так что нет времени даже на отдых. Так что здесь уже речь идет о выживании. Потому что зимний Сантьяго — это вам не летний Сантьяго. Как бы это забавно не звучало, но да, здесь другие приоритеты. Приоритеты не замерзнуть, не остаться без ночлега. Если идти один этап за день, это где-то 15-20 километров, и отдыхать себе периодически, то можно даже не готовиться к этому. Несмотря на то, что мне пришлось сегодня пройти таких вот 2 перевала, 2 холма, высотой всего там 300 метров. Если идти не спеша, то просто такая прогулка, знаете. Не как сходить в магазин, но вот такие вот перевалы были. И думаю, больше восхищаешься красотой, чем думаешь про то, как сложно идти. А вообще, сейчас плечи болят и спина, ноги болят еще. Да, конечно же. Это все проходит, если ты просто отдыхаешь периодически на 10-15 минут. Ну как такое вот не снять? Ну посмотрите. Это очень красивый этап, или уже второй этап, с Понта-де-Лима и вот до самого Туя. Очень здесь красиво. Прям рекомендую вам пройти этот путь. Маленькие такие деревни, где даже магазина нет. Класс. А хурма не очень. Она очень твердая и терпкая, конечно же. До того, как я приехал сюда и начал Камино, я не знал, сколько можно пройти километров за день. То есть есть разные этапы от 15 до 40 километров вообще. И мне вот было интересно, сколько же я смогу пройти за день. Вот этот этап был где-то 20 километров. То есть в сумме я уже сегодня прошел 25 километров. Сейчас пройду, наверное, еще 14. То есть 20 километров за день вообще без проблем. Даже с рюкзаком. И единственная проблема — это короткий день. Зимой дни очень короткие. Солнце встает в 8 утра,
садиться в 5, в 6. То есть у вас физически нет времени пройти больше километров. Преимущество того, что вот я сейчас иду зимой, я встретил за весь этот путь, 2 этапа почти, встретил только одну девушку. Все, людей здесь нет. Почему? Зимой мало людей ходят, а второе, это непопулярный маршрут. Или, может, не популярный этап, но он очень классный и красивый. Единственный недостаток — это отсутствие хостелов по пути. Там есть хостелы, но они дороже. Солнце садится, а у меня все еще нету дома на сегодня. Ничего. Ай-яй-яй. Уже ноги не поднимаются. Вот, еще где-то час идти. Как вам лучше так? Пересвет или недосвет? Очень сильно болят ноги и спина. Но иногда получается просто думать о чем-то другом. У меня нет сейчас возможности остановиться и отдохнуть. Мой выбор, я не жалуюсь. Опа. Только что подумал, почему же так всем нравится Камино де Сантьяго. Насколько прекрасное ощущение, когда ты идешь и везде вот эти вот знаки, они просто повсюду. И указатели, стрелки, куда идти. Это ж так прекрасно, это так удобно. Ты идешь себе, не достаешь телефон, не думаешь, не потерялся ли ты. Идешь как какой-то квест. Еще тебе нужно собрать эти штампы для того, чтобы получить сертификат. Тоже интересно, нужно общаться с людьми, нужно как-то взаимодействовать. Потом встречать других людей, чего я вот лично много не делаю из-за того, что здесь никого нет. Я это не делал бы, потому что вся красота в том, чтобы идти самостоятельно, в одиночестве. Но сам факт, что эти люди тоже это делают, это же классно. Ну и пока что я так говорю, потому что их здесь мало, но если бы их было много, то я бы вряд ли это сделал. Ну вот ты же идешь себе и вот так вот, видишь, вот такой вот указатель, вот такой вот. То есть я не везде, ну и классно, и ты понимаешь, какое-то ощущение чего-то большего, чем просто прогулка куда-то там. Нет, ты идешь с целью. Завтрак, обед и ужин. Спасибо этому дереву. Может быть, и даже до полной темноты успею дойти в хостел, при условии, что он вообще открыт и работает. Если нет, то это просто будет лажа года, я думаю. Но ничего, если что, я потом могу пройти в Испанию, просто поменять страну, поискать хостел там. Я сейчас прямо на границе. До Испании здесь всего 1 километр, а до второго хостела в Испании 2 километра. Но тогда мне нужен будет отдых. Тот самый хостел, только он почему-то выглядит закрытым. Чего? Чтобы понимать уровень усталости, мне даже лень идти к пешеходному переходу. Я просто хочу перейти здесь, прилечь здесь вот. А нет, что это значит? Что это значит? Это значит, что кто-то сейчас пойдет еще 2 километра в другую страну вообще. Что? За что? Нет. Эта штука горит. Очень красиво горит. Как будто издевается надо мной. Пустите меня кто-то. Пожалуйста. Здесь даже собаки нет. Она тоже в отпуске, наверное. Пес, ты где? Блин, мне так уже плохо, что я вот таким вот занимаюсь. Вот это тот мост в другую страну. В страну, где работают хостелы. Вот так вот выглядит граница между Испанией и вот там вот Португалией. Я снова в Испании. Получается, что я пробовал в Португалии ровно день. Кто такое мог вообще предугадать? Вот просто как? Я вообще сначала хотел провести 2 ночи в Португалии, но в жизни на это другие планы. Нет, спасибо, уважаемый
указатель. Я уже там был. Вот комната моя там. Такой вот хостел, как в замке. А женщина сказала, что я сегодня первый. Ну, там уже сидит один парень, не знаю, как я сегодня первый. Она почему-то заставила меня снять обувь. И мне теперь холодно просто ходить босиком, даже в носках. И она заставляет нас носить маску в своей комнате. Типа, что за странность? Здесь есть Wi-Fi, что классно, но он не достает до моей кровати. Вообще людей здесь нет. Она сказала, вчера вообще никого не было. Вроде все рассказал. Пойду в супермаркет. Кухня не работает из-за пандемии. Что, кстати, не имеет никакого смысла. Потому что в хостеле всего 2 человека.